Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Очень приятно за ваши комментарии. Спасибо, что смотрите мои видео. Я сегодня к вам вот с такими вот интересными новыми ниточками. Вот такое вот интересное секционное окрашивание. Но, естественно, с новым узорчиком. Сразу напоминаю вам, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Пробуйте взять из любой пряжи. Но я в свою очередь остановлюсь на тех ниточках, с которыми буду сегодня работать. Особенно новички. Смотрите, кто еще с ними не работал. Называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. В 100 граммах здесь находится 550 метров. Далее по составу, смотрите, ниточки. Это 80% акрил, 20% шерсть. И нам советуют брать крючок от 2 до 4. Ну, в зависимости от узорчика, от плотности вязания. Пока не забыла. Angora Gold Batik. Видите, номер 6297. Такой и розовый, и немножечко такой коралловый цвет есть, и серенький, даже коричневенький. В общем, посмотрим, да, как это будет смотреться непосредственно в узорчике. Итак, я беру сегодня крючок номер 3. Смотрите, я вязала, в принципе, данную пряжу таким крючком. Так? Поэтому я сегодня вяжу им. Вы точно так же берете свою пряжу, изучайте аннотацию, рекомендации производителя по поводу крючка. Подбирайте под свою плотность, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, достала ниточку из середины мотка, поэтому будем начинать с такого нежно-розового цвета, а дальше будем смотреть, как будет меняться ниточка. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Я наберу, получается, 4 раппорта. Это получается 32 воздушные петельки и 3 дополнительно, ну, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Это получается 35 петелек набираю я, ну, а вы набирайте, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. В начале у нас идет петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Дальше мы идем, провязываем, ну, вот я буду провязывать 35 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Вот мой будущий образец. Далее, как и многих узорчиках, делаю вспомогательный ряд. Особенно для новичков будет удобно. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, 2 петельки. Столбик с накидом. И так далее. Шагаем в каждую петельку нашей цепочки. Провязываем столбики с накидом. Не торопясь, со своей скоростью. Да? Первый ряд всегда провязывается медленнее, чем все остальные. Так вот, шагаем до конца ряда. Сами себя контролируйте. Количество столбиков по итогу должно быть равно количеству петелек в цепочке. То есть, если я набрала 35 воздушных петелек, у меня должно получиться 35 столбиков. Угу. Ну, а у вас свое количество. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема мы считаем за столбик с накидом. Это имитация столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков я уже набрала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Угу. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Делаем накид. Отсчитываем 2 столбика. 1, 2. И в 3 нырнули, вытянули ниточку и провязываем столбик с накидом. 1. Накид. Сюда же в этот же столбик вернулись и провязали столбик с накидом 2. Накид. Сюда же вернулись и провязали столбик с накидом 3. Есть. Далее 1 воздушная петелька. Возвращаемся сюда же в этот же столбик и провязываем точно так же 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. И у нас с вами получился вот такой вот веерочек. Идем дальше. Накид.
пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4 нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом 1. 2 воздушные петельки. Раз, два. Вернулись сюда же, провязали столбик с накидом 2. И у нас получается вот такая вот рогаточка. Веерочек, рогаточка. Дальше идет повторение. Накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4 провязываем веерочек. 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Воздушная петелька. Опять вернулись сюда же в этот же столбик. И провязали еще 3 столбика с накидом. Раз. 2. 3. Угу. Веерочек, рогатка, веерочек. Дальше. Накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4 нырнули и провязали столбик с накидом. Раз. 2 воздушные петельки. И вернулись сюда же, провязали столбик с накидом 2. Получилась рогаточка. Понятно? Веерочек, рогатка, веерочек, рогатка. И вот так вот шагаете до конца ряда, чередуете веерочек и рогатку. И в конце ряда я вас встречу. Давайте самостоятельно. Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наш первый ряд. Веерочки, рогатки. Все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем наш ряд? После последней рогатки, да, вот в моем случае на рогатке закончился ряд, я пропускаю 2 столбика, как и в начале ряда. И там, где 3 петельки подъема, да, имитация столбика, я провязываю столбик с накидом 1. Все. И мой ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Сейчас будьте внимательны. Мы, смотрите, делаем накид. Вот наша рогатка. Первая ножка рогатки. Мы захватываем ее сзади наперед. Столбик у нас получается перед крючком. Вот так вот вытягиваем ниточку. И провязываем 2 петельки, 2 петельки. Это называется рельефный лицевой столбик с накидом. Когда этих столбиков рельефно будет побольше, вы увидите, как будет очень-очень красиво. Далее накид. Ныряем непосредственно в саму арочку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Воздушная петелька. Опять возвращаемся сюда же в рогаточку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. А теперь переключаемся на вторую ножку нашей рогатки. Точно так же накид. Захватываем ножку вот таким вот образом. Получается столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Понятно? У нас получается как бы вот такой вот небольшой объемчик. Чуть-чуть появляется. Далее накид. Вот у нас веерочек. И в веерочке в центре одна воздушная петелька, да, одна такая маленькая арочка. В нее нырнули. И провязываем столбик с накидом. Раз, 2 воздушные петельки. Раз, два. Возвращаемся сюда же и провязываем столбик с накидом 2. То есть мы сформировали рогаточку. Дальше опять идет повторение. Там, где рогатка, мы будем провязывать вот такой же рельефный, получается, веерочек. Давайте еще раз покажу. Накид. Первая ножка. Первая, вторая. Первая ножка получается. Беремся вот так вот, захватываем столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. Дальше в арочку 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Одна воздушная петелька. Накид. Возвращаемся сюда же в арочку. Провязываем 2 столбика с накидом. Раз. 2. Накид. И опять. Вот вторая ножка нашего, получается, нашей рогаточки. Захватываем сзади наперед столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Вот он наш рельефный веерочек. И дальше опять, там, где обычный веерочек, мы ныряем в арочку вот и провязываем рогатку. Столбик с накидом раз, 2 воздушные петельки и столбик с накидом 2. Поняли, да? И вот так вот вы будете чередовать. Рельефный веерочек, арочка, рельефный веерочек, арочка и так далее, до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Я думаю, что несложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот ряд я провязала. Вот такие вот интересные получаются рельефные веерочки и обычные арочки, рогаточки. Как мы заканчиваем наш ряд?
моем случае последняя рогатка. Так, дальше делаю накид. Вот 3 петельки подъема предыдущего ряда. В третью петельку ныряю, вытягиваю ниточку и провязываю обычный столбик с накидом. Все, ряд мой закончен. Далее 3 петельки подъема, поворот. Смотрите, делаем все точно так же. Там, где у нас рогатка, провязываем рельефный веерочек. Там, где веерочек, мы провязываем рогатку. Не сложно? Не сложно. Давайте еще раз повторю. Покажу. Рельефный в начале лицевой столбик с накидом. В арочку провязываем 1 столбик с накидом. Сюда же 2 столбика с накидом. Воздушная петелька. Вернулись в арочку 1 столбик с накидом. И сюда же 2 столбика с накидом. И опять рельефный столбик за вторую ножку рогатки. Все. Вот он, наш рельефный веерочек готов. Угу. А там, где у нас был веерочек, мы в арочку ныряем из одной воздушной петельки и провязываем рогатку. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки и столбик с накидом 2. Все. То есть по итогу получается у вас всего лишь только один ряд, веерочки, рогатки. Все. Просто вы их в каждом ряду местами меняете. Все. Понятно? Я думаю, что несложно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Так, посмотрим, что в итоге получится. Схемки у меня нету, но думаю, что все понятно. Итак, увеличиваем образец, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Посмотрите, какая по итогу получается такая интересная, ажурная, объемная красота. Ниточки, конечно, у меня сильно не поменялись. То есть нежно-розовый, нежно-фиолетовый, такой сиреневый, да, темно-розовый остались. Ну, значит, следующие, получается, цвета, да, у нас будут в следующих узорчиках. То есть ничего страшного. Итак, смотрите, узорчик у нас двусторонний. Хотите с одной стороны, хотите с другой стороны. То есть оригинальный вариант, да, отлично. Это что? Ну, для изделий, которые носятся с двух сторон. Палантинчики, да, накидочки или парео. Возможно, какие-то интересные, возможно, пляжные юбочки, да, топики, маечки. Почему бы нет? Представьте, это летняя тоненькая ниточка, хлопочек будет смотреться шикарно. Но опять же, не забывайте, что ниточки могут быть демисезонные, зимние. Точно так же применяйте непосредственно. Это могут быть и жилеточки, и кофточки, кардиганчики. Это могут быть шарфики, снудики. Не забываем поворачивать узорчики, да. Возможно, так вам понравится больше. Либо вот так вот, да. Представьте, если это будет пляжная юбочка. Почему бы нет? Вот такой объемный узорчик. Вот, ну, естественно, ниточки могут быть любые. От секционных, да, меланжевых до обычных ниточек. Опять же, можете пару рядочков одним цветом, пару рядочков другим цветом. Почему бы нет? То есть можете остаточки пряжи точно так же применить все в дело, все в хозяйство, да. Давайте замеряем сегодняшнюю красоту. Она, смотрите, очень хорошо тянется. По крайней мере, вот в данной пряже очень хорошо тянется. Пружинится за счет от этого рельефа. Итак, я, получается... Если моя пряжа, да, мой крючок, моя плотность вязания. Так, это получается вот 18 сантиметров. Красота, красота. И тут получается вот 1, 2, считаем, давайте по веерочкам. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Первый 11. Давайте замеряем. Это получается вот, смотрите, 12 сантиметров. Как вам? Здорово. Не забывайте о том, что вы можете как бы применить в данных столбиков не столбик с одним накидом, а с 2 накидами, с 3 накидами. Столбики будут намного выше, узорчик заиграет совсем другими, так скажем, отдельными элементами красивыми. То есть пробуйте, пробуйте, вяжите. Кто вязал, что интересненько данным узорчиком, рассказывайте, что вы вязали. Если еще не вязали, подбрасывайте идейки, что можно связать. Вот такой вот легенький, ажурненький, но тоже рельефный, объемный, необычный узорчик в вашу копилочку узорчиков. Чуть-чуть похожий здесь узорчик, не такой ажурный, а плотненький. Это самый-самый первый узор на моем канале. Посмотрите. Он практически связан вот такими же рельефными столбиками, да, рельефными веерочками, но очень-очень интересно. Обязательно загляните. Он будет плотненький, повторюсь. А это вот такой вот ажурный. Как вам сегодняшнее видео? Я надеюсь, что понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте свои плейлисты, чтобы посмотреть потом в удобное для вас время. Ну что, всем ровных петелек. Вяжите с удовольствием. Пока-пока.